Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы помните, недавно мы рассказывали вам про открытие отеля «Вау» в Санкт-Петербурге. И если вы еще не видели наши выпуски об этом, все ссылки я размещу в описании. А сегодня мы решили сделать немного необычный для нашего канала фильм. Мы решили познакомить вас с Андреем, с автором манги, который как раз и является тем человеком, кто создал мангу с Димашем, и кто смог вдохновить питерских ательеров создать тематический отель по мотивам манги и Димаша. Дело в том, что на протяжении 2 дней мы общались, обсуждали самые разные и очень интересные темы, и у нас получилось кое-что из этого записать, и поэтому мы решили все эти записи преобразовать в короткий фильм. Еще раз хочу сказать, что для нас это что-то новое и необычное, поэтому будет очень интересно узнать ваше мнение. Не откажите нам в удовольствии прочитать ваши комментарии и понять, нравятся ли вам такие фильмы или нет. И да, важно заметить, что в фильме будут записи самого разного качества, которые мы делали в довольно шумных местах, поэтому иногда звук будет не самого высокого качества. Но темы, которые мы обсуждали, очень интересные, поэтому думаю, вам будет приятно его посмотреть. В общем, поехали. Ну да, Потом где-то неделю так осмысливал все это. Это же вот для моей манги идеальный персонаж по харизме и внешне подходит. то есть вот получается само понятие манги было. Она уже существовала, она уже как бы идея, концепция была, да. Хотелось персонажа из реальных, да, существующих. Как бы такое было, чтобы интересно, наверное, было в этом плане. И как раз вот так вот все появилось. Потом я долго искал, значит, выходы тоже на Канат Агана. Летал в Казахстан, да. А вы сами из Питера, нет? Москвы. Из Москвы. То есть надо было лично, да, присутствовать, приехать, там познакомиться, да? Пообщаться. Не, ну человек тоже можно понять, какие-то там, наверняка со всех сторон предлагают что-то. А Димаш принимал участие в переговорах именно, ну, как он оценил вообще саму идею? Ну, Или... со слов Канат Ага, что, ну, естественно, он там все смотрит. Как бы. То есть, я так понял, он как бы не то, что прислушивается, а ключевое слово за ним в любом случае. Там я сначала со Светланой женой встретился, сначала, потом уже через год только с Канатом. То есть я год ждал, и вот, в принципе, они это оценили, сказали, что, ну ладно, раз парень ты, значит, такой терпеливый, значит, ну, можно с тобой попробовать что-то делать. А, кстати, с ним мы встретились в Питере. Вот когда был концерт. Петербургский, да? Да, он жил здесь в Карентии в отеле. Как раз здесь первая встреча с ним состоялась. Уже знаем, что первая публикация состоялась. Есть ли заказы в Японии? Очень хороший вопрос. И мы даже, больше того скажу, рассчитывали и на китайских, да, читателей. Но Леонид, он, который занимается продвижением в интернете, мы совместно поняли, что 80% заказов идет из США. То есть мы ожидали из Казахстана, что будет, ну, поскольку, да, Димаш как бы является национальным героем. А оказалось, что из Америки, потому что от Америки, причем очень много испаноговорящих, то есть очень большой будет спрос на концерты Димаша в Латинской Америке, я уже это Канат Ага сказал. Там прям вот они вот ждут его с нетерпением, причем из всех стран, Аргентина, ну, абсолютно все латиноамериканцы. Мы плотно общаемся и чилийцами, и перуанцами, и аргентинцами, там прям очень сильно хотят. Причем они на мангу очень хорошо реагируют, европейцы, они, скажем так, более консервативно настроены, ну, не знаю почему. Саша, давай спросим очень важную деталь по поводу вот, конкретно самой манги, что ее читают с конца. Да. Ну, это вот, например, для меня, мне очень тяжело понять, как можно. Ты же, получается, в конце уже знаешь, как этот Восточный экспресс, да? И там в самом конце раскрывается. А здесь ты сначала уже знаешь, в чем секрет. Ну, тут на самом деле не так все сложно, просто она открывает... Да, это вам подарок. О! Я специально это не сразу. Да, все просто, она просто читается вот отсюда, начинается читаться. Вот, то есть не то, что вы сразу с финала узнаете, что там все было, и в обратную сторону отматываете. Развязка получается в начале, то есть в конце, да? В конце, да. Ребята, какой приятный запах, просто фантастика. Отлично. А я, знаете, что подумал? Да. Думаю, интересно, зачем как бы лежат очки? Ну,
Вешалка уже падала, да? То есть, Это я сейчас еще иду и думаю, ну, в чем прикол, да? и первая мысль, которая мне пришла в голову, Ага. то есть, как обычно, там, очки не взял Я человек. понял. Ну это круто было, совсем уж. Прям диоптры подошли бы, да? И что, да, и что это вот может быть как раз для одного из таких, который найдется, который, ой, ничего не вижу, хоп, и все увидел человек. Отлично. А мне понравилась идея Ивана по поводу того, чтобы манга идет с конца, как бы. Я думаю, блин, это же реально крутая тема, то есть такого еще как бы я не видел. Да. Именно развитие сюжета в обратную сторону. Да. А у меня, я еще подумал, как бы вчера этот вопрос был затронут. Я вчера и прочитал мангу, пока ехал в метро. Потом перелистываю на последней странице и смотрю, начались описания героев. Ага. И я думаю, так подождите, может действительно все-таки с конца читается? То То есть сначала Я тебе понял. заявляется герой, как в пьесе. Да. И такой думаю, может быть, тогда и смысл уже начал себе фантазировать, может быть, уже и смысл тогда меняется. Потом думаю, ну нет, вроде читать, ну как бы не совсем это сподручно. Поэтому действительно, может быть, вот в этой идее. Ну, она интересная, да. может Раз, быть, два, раз, два. Можем, в принципе, начинать. Давай, расскажи, Вань, что ты видел в объектив своей камеры? Я могу сказать, что очень интересное исполнение отеля. Локация, вообще это супер место. Вот то, что такой вид из окна, еще окна низкие. Да. И вот просто я представил, что с утра просыпаешься, берешь чашечку кофе или чая. И можно не выходить из номера, в Сварить принципе. себе. И просто вот садишься, смотришь в окно, не нужно ни компьютер, ни телевизор, там ничего, ни интернет, просто открываешь и чувствуешь себя аристократом, получается, 18 века, то есть живет в центре петровских времен. Конечно, ну вот за окном немного изменилось, там асфальт постелили, этих упряжек не так много, но вот эта вот атмосфера Петербурга, вот здесь настоящий Петербург, а в сочетании вот с японской мангой Да. и еще Димаш, который все это, ну это же немыслимо, как можно было все вот это вот объединить, Петербург, манга, музыка и все это. Вань, вот это можно вместе. одним словом? Кроссовер. Ну да. Друзья, вот вы обратите внимание, действительно, сочетание, казалось бы, таких странных вещей, но вот в этом месте, в этом проекте очень удались и слились, я считаю, сплавились прям в одно целое. Поэтому очень надеемся, что у этого места будет большое будущее, много людей, много поклонников будет сюда приезжать. И не только. Почему? Потому что мне очень интересно, как вот будут реагировать обычные люди, которые вот приходят. Димаш, а почему Димаш? А кто такой Димаш? Давайте послушаем. И по факту они будут испытывать ровно те эмоции, ощущения, Дерс, которые уже познакомились с творчеством Димаша, которые когда-то увидели феноменальное выступление артиста на конкурсе Singer 2017 года. Поэтому, пользуясь случаем, поздравляем еще раз. И, Андрей, как вы считаете, удачно ли прошла презентация? Довольны ли всем, что... Презентация прошла замечательно, я очень волновался, поскольку, честно говоря, еще не осознал, что данное произведение, оно представлено здесь вот в интерьерах. Опять же, локация, ребята уже сказали, лучше не придумаешь. И, наверное, это придет позже понимание того, что все это произошло. И у всех так будет. Мне было приятно пообщаться с Дирс вживую, потому что на концертах, все смотрели концерт в городах, а так мы познакомились, как сказать, я представил свой проект лично. И Дирс Санкт-Петербург, и из Якутии были, и из других городов, поэтому классно. Всем все понравилось. Отдельно хочу сказать спасибо Дарье Ковалецкой за то, что она воплотила эти идеи достаточно быстро, в течение месяца, можно сказать, с момента принятия решения. Это круто. И Санкт-Петербург впереди планеты всей, как обычно. Андрей, вы почувствовали, насколько вот тепло был принят проект как раз Дирсами, и как много хороших, добрых советов они уже начали давать и администрации, как можно обогатить вот этот опыт, как можно улучшить то, что уже есть и так на высоком уровне? Да, безусловно, и я постараюсь, чтобы это действительно все советы Дирс были воплощены, потому что изначально мы это и так и планировали с создателем отеля, да, то есть как бы чтобы это был не просто какой-то бизнес-проект, а это было место, где комфортно Дирс и вообще тем, кто любит Димаша,
Поэтому это важно для меня в том числе. Вань, тебе какие идеи показались максимально Мне оригинальными? понравилась Сашина идея с кнопкой в номере специальной. Мне очень понравилась идея с онлайн-концертом, то, что можно собраться. Саш, ты как тут уже обосновался? Да, я полежал уже даже на А вам кровати. как в комнатке? Интересно, у меня одна идея есть. Ой, это здорово. Онлайн-концерт посмотреть. Ничего Потому себе. что у кого-то в доме. Ну и вообще сидеть одной смотреть, это неинтересно. Кстати. Хочется Вот это супер идея. Собираться, да, компанией. Но сразу скажи, здесь надо быть очень внимательным, потому что американская компания, и нужно обязательно, чтобы у всех был билет на эту трансляцию. Может быть, как-то, ну, это... Обязательно. Это надо подумать, как сделать. Но это очень круто, если будет место, где смогут собраться, вместе посмотреть концерт. Все-таки концерт это такое, что нужно делать вот немного сообща. Несмотря на то, что вот есть ограничения по мерам, которые приняты против карантина. Ну хорошо, Против коронавируса. допустим, даже да, известно так, что может быть даже там получится, не получится прямую трансляцию посмотреть. Но я впервые для себя открыл жанр комикса. Вот в детстве я, может быть, что-то читал, какие-то детские там про. Ну, Микки Маус там. Да, про Микки Мауса. Но это было так давно, а сейчас ты видишь, что, оказывается, действительно и для взрослых можно делать качественные, классные продукты с О, интересным Саш, сюжетом. ты вот даже не представляешь, про какой айсберг. Ты вот сейчас, твой Титаник сейчас зацепился о своем борт. Да, потому что я же правильно понимаю, что там прям целая галактика. Да, совершенно верно. Причем интересно то, что Димаш настолько, ну, помимо того, что он талантлив, да, то есть можно устраивать перемещения в рамках сюжета по другим странам, ну, то есть, как бы, есть о чем писать в данном случае. А Поэтому бывает это такое, здорово. что, например, вот один комикс, вот, например, есть комикс про Бэтмена, а есть про Супермена. И они вот сейчас в фильмах, они объединяются. А может быть такое, что вот комикс про Димаша и еще с каким-то известным комиксом? Нет, я не думаю, потому что большой потенциал для развития в рамках этого сюжета, поэтому это когда уже люди исчерпали себя, да, им приходится какими-то пользоваться моментами, да, чтобы притянуть дополнительное внимание. В нашем случае есть о чем писать и надолго, поэтому. Да, друзья, знаете, что такое место есть, оно находится в Санкт-Петербурге, что для нас, питерцев, очень приятно, что вы выбрали именно Питер, этот город замечательный. Мне, безусловно, как человеку, который будет следить за развитием этого проекта, интересно узнать, кто пишет сюжеты, да, для этого комикса и насколько часто они вообще планируют выходить. Отличный вопрос. Значит, сюжетной линией занимаюсь я. Скажу сразу, что на следующую серию уже готов сюжет в общих чертах, да, то есть без подробностей, но общая канва присутствует в сюжетах. Как часто? Ну, это зависит от, как сказать, да, нет, зависит от того, насколько будет это нравиться фанатам Димаша в первую очередь, фанатам манги. Ну, я думаю, что понравится. То есть предварительно, как бы, я показывал нескольким людям, профессионалам, да, им очень понравилось. Вот, поэтому планы есть, и, ну, сюжет раскрывать не могу пока, но все будут довольны 100%. Мы вас понимаем, и я знаю, что вы даже отдельный сюрприз приготовили для китайских версий, которые сейчас лишены плотного контакта с Димашем. Да, все верно. Для китайских гирс приготовлен отдельный будет тираж текущей манги, текущий выпуск. Будет отдельная обложка. И на презентации отеля я покажу, как это выглядит визуально. То есть Класс. специально для них мы, так сказать, сделали все, чтобы им понравилось. Друзья, А как вам Петербург? Пару слов-то про Петербург же надо обязательно. да, мы уже с Андреем пообщались, и я его спросил, и Андрей сам признался, что часто бывает в Петербурге. И я задал вопрос, бываете по любви к нашему городу или по делам? Да, отличный вопрос. Иногда я сам задумываюсь, почему я так часто здесь бываю. Ну, меня сюда действительно тянет и архитектура, и люди очень нравятся. Часто бываю в музеях, например, на Васильевском острове музей Рарта. Всем рекомендую посетить. Вот, поэтому мне все очень здесь нравится. Не только по делам. Друзья, я думаю, поэтому вот абсолютно не все случайно в этом мире. И то, что вот Андрей любит наш славный город, несмотря на то, что сам живет в Москве, и вот то, что он часто останавливается, в том числе в отелях в Петербурге, и вот
каким-то образом чудесным зародился вот этот проект нового отеля, да, с участием персонажей из манги DRS, поэтому я уверен, что и у отеля, и у этого проекта действительно большое будущее, потому что все, что, как показывает практика, делается с любовью, как это делает сам Димаш, все имеет большой колоссальный успех. Поэтому спасибо вам, Андрей, за эту беседу. Да, вам спасибо.